Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, действительно очень быстрый и роскошный на вкус торт «Шоколадный каприз». Этот торт на самом деле готовится очень быстро, то есть в течение 1 часа реально этот торт приготовить. Плюс время на выпечку. Я никогда не скажу, что торт готовится за 15 минут, это неправда. Этот торт действительно один из самых быстрых тортов вообще в моем арсенале. И готовится он без желатина и без загустителей. Итак, сначала приготовим шоколадный бисквит. Здесь у меня 275 грамм муки, 50 грамм какао-порошка, 12 грамм разрыхлителя. Все это сейчас перемешиваю, отставляю пока в сторону. Пять яиц среднего размера, весом примерно без скорлупы, каждое яйцо по 50 грамм, щепотка соли, яйца комнатной температуры, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас примерно 1 минуту, просто чтобы яйца все эти разбились здесь. И добавляю туда сейчас порциями 225 грамм сахара. И взбиваю сейчас после введения сахара примерно 3-4 минуты. Смесь должна увеличиться в объеме, стать пышной. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растопленного сливочного масла. Масло у меня 82% жирности. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Бисквит очень простой, но получается необыкновенно ароматный и вкусный. Его можно есть просто как самостоятельный десерт. Просто перемешали все миксером и выливаю сейчас в форму. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Выпекаю я этот бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, на среднем уровне. Чем он хорош? То есть он не требует времени на отдых, он мега шоколадный получается по вкусу. Вот смотрите, какой он эластичный, то есть он очень-очень пропитанный, как я уже сказала, он абсолютно самодостаточный на вкус. Его можно просто есть как самостоятельный десерт. Разрезаю его сейчас на 3 коржа, и шапочка мне понадобится для обсыпки и в начинку. То есть готовится этот торт действительно очень просто и быстро. Я нарезаю, мне так удобно, по обыкновению струной, вы же можете и ножом его нарезать. Коржи у меня достаточно тонкие. Удобно вот с такой пластиковой доской работать, как подложка такая, чтобы коржи не повредились. Коржи нежнейшие, они только что приготовленные, поэтому с ними, конечно же, нужно обращаться достаточно бережно. Я измельчила просто руками вот эту шапочку, вы можете в измельчителе это сделать, как вам все нравится. И если вы все-таки руками будете измельчать, смотрите, чтобы у вас просто не было больших таких кусочков бисквита. И все, а так все можно сделать. Готовлю очень быстро сливочный крем. 400 мл сливок для взбивания, очень холодных сливок, 30% жирности, не ниже. 16 грамм ванильного сахара, 150 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра, тоже очень охлажденного из холодильника, 500 грамм сыра маскарпоне. Сыр маскарпоне также, естественно, холодный. Загуститель здесь я не добавляю, потому что это элементарный самый сырный крем, который всегда получается устойчивым и без загустителя. Сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Здесь самое главное не перевзбить этот крем, а так он получается всегда. Миксер у меня здесь маломощный, 300 Вт. То есть даже таким миксером все прекрасно получается, потому что сыра здесь много. Если вам нужен более бюджетный крем, у меня огромное количество кремов, разных, очень и шоколадных, и ванильных, недорогих, бюджетных. На моем канале в плейлисте рецепты кремов. Я сейчас этот крем делю на 3 примерно такие равные части, потому что на 3 коржа мне понадобится 3 разных крема. Сейчас я откладываю сразу светлый крем в кондитерский мешок. Из кондитерского мешка всегда удобнее всего наносить любые виды кремов. Если у вас нет кондитерского мешка, ничего страшного, вы можете вместо кондитерского мешка использовать элементарный пакет для заморозки продуктов.
В 2/3 крема я добавляю сейчас 100 грамм растопленного молочного, именно шоколада, не горького, а молочного, иначе будет невкусно. Шоколад я растопила импульсами в микроволновке. Вы же можете, если у вас нет микроволновки, на водяной бане также его растапливать. Многие очень спрашивают в комментариях, поэтому отвечаю здесь. После добавления шоколада крем становится еще более устойчивым. Взбиваю сейчас просто до объединения шоколада. Долго здесь взбивать ничего не нужно. Как вы видите, мы не добавляем в этот торт вообще никаких загустителей. Ни загустителей для сливок, ни тем более желатина. Вы можете вместо шоколада, в принципе, добавить какао. Но вкус будет не таким богатым, конечно, у крема, как с шоколадом. Но с какао, естественно, бюджетнее будет гораздо. Вы можете просто 1 столовую ложку какао с верхом добавить туда вместо 100 грамм шоколада. Сейчас я также делю вот этот получившийся шоколадный крем визуально на 2 равные части. Одну часть я откладываю сразу в кондитерский мешок, и в оставшуюся часть я добавляю 1/3 примерно получившейся у меня крошки от шапочки этого бисквита. Все это я перемешала, тоже перекладываю в кондитерский мешок вот эту смесь с крошкой. Использовать я эту смесь кремовую буду именно для нижнего коржа, потому что она самая плотная, получается, будет устойчивым тортик. Коржи здесь у меня очень нежные, поэтому я их не пропитываю. Если же у вас эти коржи полежат в холодильнике, если они у вас какое-то время будут находиться, тем более в морозилке, вы их захотите заморозить, заранее приготовить этот бисквит, допустим, тогда эти коржи нужно пропитывать. Вы можете элементарно их пропитать молоком, можете быстрорастворимым каким-то шоколадным напитком, очень вкусный, допустим, быстрорастворимый Несквик, вот этот какао, бывает напиток и ему подобные аналоги. Это все на ваше усмотрение. Можете просто сиропом сахарным пропитывать, молоко сгущенное с водой, с кипяченой, все, что вам нравится. Я не пропитываю, потому что у меня бисквит просто необыкновенно свежий. Вы видите, насколько он нежнейший, поэтому от пропитки он может просто здесь деформироваться. Крем тоже влажный, и он от крема очень сильно пропитывается. Крема здесь много, поэтому я не хочу здесь превращать эти бисквитные коржи, без того нежнейшие, уже в кашу, и я не пропитываю. Но если вы любите, допустим, у ваши близкие такие мокрые бисквиты, тогда следует вам пропитывать. Вот эта вот смесь крема с крошкой, она всегда очень нежная на вкус и как бы что-то такое необычное во вкусе любого тортика. Всегда советую вот эти вот шапочки от бисквитов. Когда вы не знаете, куда их деть, их можно использовать в нижний корж, допустим, как в качестве кремовой прослоечки. И у вас будет интересная прослойка, и в то же время это очень обогащает вкус. И также тортик, естественно, становится более устойчивым от этого слоя крема с крошкой. Очень советую всегда его использовать. На средний корж я выкладываю уже чисто шоколадный крем, как вы видите. Еще раз напоминаю, что если вы хотите какой-то более бюджетный крем приготовить для вашего торта, заварной крем, допустим, сметанный, огромное количество очень разнообразных кремов вы найдете в плейлисте рецепты кремов, если вы пройдете на моем канале и найдете там очень разные кремы, и кофейные, и шоколадные, и ванильные. Белый крем я отсаживаю сейчас на верхний корж и посыпаю все оставшейся крошкой. Вы также можете этой крошкой посыпать и боковины торта. Я этого не делаю и показываю вам вот так вот, как есть. То есть очень удобно, как вы видите, отсаживать все это просто из кондитерского мешка. Делается это буквально за какие-то минуты. Если вы будете отсаживать, тем более если вы новичок, и если вы будете выкладывать крем просто шпателем, это всегда в таких нежнейших тортах затрудняет работу. Попробуйте, если у вас нет даже кондитерского мешка, просто из пакета это выкладывать, и вы почувствуете разницу. И у вас торт сразу будет прямой, красивый, и все как полагается. Буквально на полчаса я сейчас торт убирала в холодильник, то есть он не требует длительной пропитки, длительной отстойки в холодильнике. Нарезаю его обычным крупным ножом, то есть не горячим, не влажным, а просто обычным ножом. Идеальный разрез у него сразу получается. Вот этот сырный крем, возьмите его себе на заметку, когда нет абсолютно времени на приготовление каких-то сложных и даже простых заварных кремов, они требуют более длительного времени на работу, а вот это, как палочка-выручалочка, всегда можно приготовить. Торт роскошный получается и во вкусе, и в разрезе. Действительно один из самых быстрых шоколадных тортов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.